Глава 12. Восходящий знак Девы. Восходящая Дева разочарована. Дева создана для материального процветания и чувственных удовольствий, но она не чувствует себя счастливой, поскольку мать мира, которая олицетворяет знак Девы, страдает от грехов мира, а человек-дева страдает от грехов своего прошлого. Таинственным образом неизменно разыгрывается драма распятия, в результате чего их жизнь полна шипов. Почти во всех случаях они остаются неудовлетворенными. Несмотря на свою энергичность, они часто терпят неудачи в жизни, и несмотря на свой интеллект, они разочарованы. Деву трудно понять. Это знак настолько полон опасного потенциала, что в ранние периоды его вовсе не считали экзотерическим. Древние провидцы скрывали этот знак, чтобы профаны не злоупотребляли силой, полученной благодаря его знанию. Они не принимали во внимание Деву и Скорпиона по отдельности. Они также исключили весы и вместо этих трех знаков оставили только один. Это было сделано для того, чтобы защитить обычного человека от опасного знания об этом знаке, которое может нанести непоправимый ущерб его собственной жизни, а также жизни тех, с кем он соприкасался. Поэтому мы должны относиться к этому знаку с большой осторожностью. Дева – единственный человеческий символ среди 12 знаков зодиака. Близнецы – это скорее атрибут человеческого союза, чем личность. Дева относится к девушке, а не к взрослой замужней женщине. Значение этого символа становится понятным, если рассмотреть Деву как олицетворение Матери Мира. Концепция Матери Мира универсальна. Джагадамба, Леди Фатима и Дева Мария считаются матерями мира в разных религиях. В азиатской мифологии это понятие является, по сути, космическим символом. Она олицетворяет мать всех богов и людей. Она является матерью-девственницы, потому что ее творческий стимул не является реакцией на позитивное мужское начало. Она по-матерински относится ко всем мужчинам, не становясь на самом деле матерью. Скорее, это чувствительность материнства, которая позволяет ей отождествлять себя со своими детьми. В индуистских писаниях она известна как Притхви – земля, а дети – небесное пространство, Парвати – мать всех богов и людей. Она мать без отца, она космическая мать. Она скорее принцип материнства, чем его форма. В греческой мифологии она выступает в роли Афины Паллады. Она появилась из головы Зевса, взрослой и вооруженной. Она олицетворяет мудрость. Она римская Минерва. Индуитская богиня Сита, рожденная императором Джанака и полностью выросшая, пока он пахал поле, стала олицетворением матери мира. Заметно ее явное сходство с греческой Афиной Палладой. Евангелие от Матфея и Луки описывают, как Дева Мария зачала Иисуса силой Святого Духа. Понимание этих взаимоотношений между Девой Марией и Иисусом может раскрыть одну из величайших тайн этого знака зодиака. Все эти писания не могут быть просто детскими сказками, и глубокие загадочные тайны могут быть открыты только высшим посвященным. Но даже с точки зрения астрологии мы находим большое сходство между жизнями этих небесных существ и тех, кто родился по созвездиям Девы. Восходящие Девы также несчастны. Их идеализм, их мученичество, их мечты внушают больше оптимизма, чем их искалеченная, ограниченная и материалистическая жизнь. Люди, рожденные под знаком Девы, недовольны своим нынешним окружением и тоскуют по тому, чего нет. Если они духовны, то они являются мучениками за идеал, за духовное возрождение общества или за достижение сакраментального уровня сознания. Будучи материалистами, они стремились бы к большей власти, более высокому статусу в жизни и к большему количеству завоеваний. Каким бы ни было внешнее выражение, люди, рожденные Девы, всегда недовольны существующими обстоятельствами. То, как Девы влияют на отдельных людей, очень трудно описать. Различные принципы, действующие на отдельных людей, до сих пор непонятны должным образом. Нам говорят, что буддхическое сознание действует за пределами интеллекта. Всякий раз, когда на этом уровне высвобождается какой-либо импульс, он пронизывает всю личность индивидуума. Греческая Афина Паллада и богиня Индии Сарасвати олицетворяют этот буддхический принцип. На этом уровне проявления они идентичны Деве. Следовательно, Дева также считается символом изначальной женской созидательной силы. Любая перемена в характере Девы высвобождает очень мощные силы, воздействующие на согласованность. Каждая нота на субъективном внутреннем уровне должна соответствующим образом проявляться в свое время. Психологически внутренняя природа человека – это его психика, которая в греческой мифологии олицетворяет человеческую душу. Этимологически слово «психика» означает жизнь, дыхание, душа. От установления правильных отношений психикой зависит интеграция личности индивидуума. Если это не будет достигнуто, его личность станет шизофренической. Это будет означать дисбаланс между его мыслями, чувствами и действиями. Для внутреннего спокойствия необходимо благодать Пресвятой Девы. Вот почему индусы поклоняются богине Сарасвати. Лао Цзы советовал обрести внутреннюю силу и уверенность в себе, овладев оккультными средствами и белой магией. С астрологической точки зрения, если индивидуумы не достигли совершенной интеграции со своей внутренней природой, что происходит только на продвинутой стадии развития души, восходящая Дева является психопатическими личностями. В процессе индивидуализации или интеграции индивид должен пройти через различные фазы психологического развития. Таким образом, рожденные под знаком Девы не отличаются каким-либо определенным складом ума. Они находятся на разных стадиях внутренней интеграции, что подразумевает разную степень психологического дисбаланса. Как правило, это создает для них проблемы с адаптацией. Часто задаешься вопросом, не был ли Иисус Христос распятый за свои неспособности приспособиться к социальному окружению. На самом деле, распятие – это просто другое название социального преследования, как следствие личностной дезадаптации. Прелесть этой дезадаптации заключается
в идеале, вызывающем эти социальные трудности. Елена Блаватская описывает некоторые очень интересные черты Девы. Она подчеркивает важность более глубоких взаимоотношений между этим созвездием и Землей, когда утверждает, что Астрея, богиня правосудия и последняя из божеств, покинувших Землю, была Девой, созвездием зодиака. Блаватская даже предполагает, что периодическое обновление Земли в отношении континентов тесно связано с подъемом и падением цивилизации, связано с влиянием Девы, которое, по ее словам, обусловлено неотделимостью Девы от Льва, пришедшего ему знака, а также от Плеяд и их сестер Геат, блестящим лидером которых является Альдебаран. В этом контексте можно отметить, что Телец, связанный с этими звездами, является 9-м знаком после Девы, а Лев 12-м. Блаватская также цитирует Эрора Малиена, французского ученого, который сказал, что Дева олицетворяла Дургу, одну из древнейших богинь Индии. Поддерживая точку зрения Талапраджада Субарао, он упоминает, что Дева олицетворяет Шакти, силу, олицетворяемую Махамайей, которая представляет 6 основных сил природы. Эти силы приведены ниже. Парак-шакти, буквально великая или верховная сила или могущество. Это означает и включает в себя силы света и тепла. Джньяна Шакти, сила интеллекта, истинная мудрость или знание. Она проявляется в 4 формах, когда попадает под влияние или контроль материальных условий. Это способность разума интерпретировать наши ощущения, вспоминать прошлые идеи и ожидания на будущее, формировать устойчивые связи между различными ощущениями и генерировать представление о внешнем объекте, связывать свои идеи воедино и генерировать представление о себе или индивидуальности. Когда Джньяна Шакти освобождается от оков материи, она принимает форму ясновидения и психометрии. Ича Шакти, сила воли, которая приводит в движение такие мышцы, которые необходимы для достижения желаемой цели. Крия Шакти, таинственная сила мысли, которая позволяет ей производить внешне ощутимые феноменальные результаты, которые проявляются благодаря присущей ей энергии. Кундалини Шакти – это универсальный жизненный принцип, который проявляется повсюду в природе. Мантра Шакти – сила букв, речи и музыки. Из вышесказанного следует, что Блаватская отводит Деве очень важное положение. При правильном знании того, как использовать эти способности, восходящие девы могут обладать огромными психическими способностями. Развивая их, они могут приобрести огромную силу для себя или даже подчинить других своей воле. Это также позволяет этим людям быть очень эффективными посредниками для контакта с обитателями иного мира. Дева – это Махамая, лодка, огонь и рис – вот второстепенные символы Девы. Обсуждая биохимическую теорию интеграции личности, Карл Юнг утверждает тождество Земли и Девы, 6-го знака зодиака. Он очень умело устанавливает связь между внутренним человеком, внешним миром и звездным небом, чтобы показать, каким трепетным был дух Девы. Он цитирует слова Василия Валентина о том, что Земля была не мертвым телом, а населена духом, который является жизнью и душой Земли. Все сотворенное, даже минералы, получают свою силу от духа Земли. Дух – это жизнь. Он питается от звезды и дает пищу всему живому, что таит в своем чреве. Таким образом, можно ожидать, что за пределами Девы нет ничего. Возможности развития личности Девы огромны, но она никогда не развивается полностью. Почти во всех мифологиях лодке придавалось особое значение. У римлян это был Харон, который перевозил души умерших через воды Стикса и Ахирона. В Библии упоминается о всемирном потопе и спасении отдельных видов птиц, животных и людей. В индуистских священных писаниях Господь Вайвасвата Ману по приказу Вишну построил корабль, чтобы спасти 7 Ришу от великого потопа. Это может свидетельствовать о том, что лодка, в которой сидит Дева, богиня Земли, является важным символом. Это спасает земные создания от гибели. Всемирный потоп – это процесс периодического обновления. С помощью лодки Ману, Ной и Харон спасали важнейшие природные компоненты, когда серьезные катастрофы обрушивались на мир или душу человека. По аналогии, восходящие девы всегда должны быть готовы к разрушению нереального, неважного и иллюзорного, и к защите вечного, существенного и реального. В их жизни должны наступать серьезные эмоциональные кризисы. Может показаться, что жизнь подходит к концу, но от этого потопа или личного кризиса внутренняя божественная искра Ману должна защитить то, что ценно. Мать-Земля не допустит, чтобы ее потомство было уничтожено без всякой цели. Лодка также означает большие перемены в жизни. Заметные изменения на уровне сознания должны произойти в жизни рожденных под знаком Девы. Хотя такие перемены сопровождаются неизмеримой болью, восходящие девы должны быть готовы к этому. Следует помнить, что девы – это Астрия, богиня правосудия, держащая в одной руке пару весов, а в другой меч. Яваначарья описал деву как держащую огонь в одной руке, но значение огня было четко указано. Часто его рассматривают как фохат, творческую энергию, которая присутствует во всех формах проявления. Во Вселенной нет ни одной вещи или частицы, которые не содержали бы в себе скрытого огня. Огонь – самый мистический из всех 5 элементов, а также самый божественный. Блаватская так комментирует огонь. Огонь – это термин, который охватывает все. Огонь – это невидимое божество, Отец, а проявляющий свет – это Бог, Сын, а также Солнце. Отец в оккультном смысле – это эфир, и он порожден движением, а движение – это вечная тьма, невидимая огнем. Таким образом, огонь на нашем плане – это просто движение или жизнь.
Это объяснение значительно усложняет символику, но когда Блаватская говорит, что огонь имеет такое же отношение к воде, как дух к материи, значение девы становится понятным. В этом смысле дева прежде всего материалистический знак, поскольку она водянистая дева, сидящая в лодке на берегу реки. Однако назначение этого знака — нести божественную искру, огонь или дух на более высокий уровень проявления. Это объяснение поддерживает Джеффри Ходсон. Он подчеркивает двойственное значение огня в священном языке. Когда огонь разрушителен, он относится к сверхкритическим свойствам и деятельности человеческого разума. Когда речь идет об источнике освещения, о количестве или мощности огня, ведущего сквозь тьму, это относится к возвышенной творческой силе в человеке, иногда называемой змеиным огнем, с помощью которого темнота непросветленного мирского сознания ума вытесняется светом мудрости. Адхарва Веда также отождествляет Камадеву с Агни. Какой принцип в человеке будет заряжена энергия Девы, зависит от стадии эволюции Натива. Независимо от того, соответствует ли оно эмоциональной природе, божественному разуму, змеиному огню или голове космического человека, как указано в Мундака Упанишаде, во всех этих случаях оно будет тесно связано с творческими способностями Девы, независимо от того, является ли сфера ее деятельности порождением рода, умственной деятельности или духовным возрождением. Именно благодаря этой творческой способности Дева держит в руке свежесобранный рис с плантации. Странным образом, почти все восходящие девы страдают из-за того, что в них горит какой-то огонь. В одних случаях это жажда плоти, в других — стремление к художественному и механическому совершенству, а в-третьих, это может быть желание построить новый Иерусалим на этой земле людей. Эти люди чрезвычайно чувствительны, они горят непомерными амбициями, они усердны, они отчаянно борются за достижение власти, положения и престижа. Они жаждут материальных выгод. Когда они терпят неудачу, часто в результате кармического воздействия, они чувствуют себя подавленными и отверженными. Чувство неудовлетворенности является прямым следствием сильных желаний. Независимо от того, идет ли речь о человеческих или божественных ценностях, в данном контексте это не имеет значения. Ученые-астрологи часто считают, что восходящие девы рождены для того, чтобы подняться на более высокий уровень психического существования, оживить свои скрытые способности с помощью различных способов самовыражения и вести жизнь полную усердия и энтузиазма. Такие люди часто добираются до сути вещей и пытаются раскрыть ее. Это делает их несчастными, потому что они понимают, что современный мир не ценит их усилий. Это расстраивает. Но в таких видах деятельности, где речь идет о созидании, организации, управлении, эти люди часто превосходят других. Их величайшей слабостью является странность натуры. Эти люди не получают достаточного признания за свои усилия. Самодисциплина появляется на очень поздней стадии развития у рожденных под знаком Девы. Обычно эти люди — артисты, музыканты, авторы хороших рассказов, поэты, художники, инженеры. Они выше среднего уровня в тех областях, где требуется интеллект, технический или художественный. Но что касается их сексуальной морали, то у них часто бурная фаза развития, которая иногда выходит за рамки всех социальных условностей и ограничений. Венера, хозяйка 2-го и 9-х домов, часто приносит материальное благополучие и чувственное удовольствие. Если Венера терпит неудачу, то это делает Луна. Классические астрологические тексты часто намекают на то, что такие люди часто женаты, имея в качестве сексуальных партнеров женщин с более высоким статусом. Несмотря на то, что девы и асценденты очень умны и обладают особым даром к литературному и художественному творчеству, они редко проявляют себя в этих областях. Эти предметы остаются для них просто хобби. Им нравится творческая, административная и инженерная работа. Им не нравятся рутинные занятия. Они хороши там, где требуется находчивость, оригинальность и сила самовыражения. Но им не нравятся все формы рутинной работы, предполагающие подчинение. Они часто конфликтуют со своим начальством. Солнце, королевская планета, как хозяин 12-го дома, находящийся в знаке экзальтации в 8-м доме от Девы и в состоянии упадка во 2-м от него, не очень благоприятно для восходящих в Деве. Дева не является духовным или религиозным знаком. Однако те люди, у которых этот знак является асцендентом, могут изучать религию как средство самовыражения. Они могут изучать йогу для развития своих умственных способностей. Им часто не хватает духовности, возникающей в результате влияния Юпитера. Недружелюбный Марс, являющийся хозяином 3-х и 8-х домов, приводит к неожиданным неблагоприятным результатам. В сердце рожденных под знаком Девы могут возникать внезапные вспышки энтузиазма по поводу какой-либо гуманитарной деятельности или улучшения социального положения. Но результат такой деятельности может быть не очень удовлетворительным. В жизни Девы могут происходить несчастные случаи, иногда со смертельным исходом, но, как правило, они переживают такие удары. Лучшее, на что способны восходящие девы, это понять механизм макрокосмической эволюции и роль отдельных людей в ней. Следует поощрять осознанные действия, направленные на благо людей, без каких-либо личных побуждений. Следует избегать любых плохих компаний. Следует преодолеть неприязнь к рутинной работе и подавить чрезмерные амбиции. Подводя итог, можно сказать, что Дева — это глубоко таинственная и опасная материя. Люди, рожденные под этим знаком, могут обладать большими гипнотическими и психическими способностями, но часто они материалистичны даже в использовании этих способностей. У них острый интеллект, их способность к тяжелой работе велика, они страдают из-за чрезмерного рвения и амбиций. Государственная служба и рутинные задания часто вызывают у них разочарование.
опыт бескорыстного служения позволяет им переориентироваться в жизни, что, как правило, приносит им пользу в долгосрочной перспективе. Это знак, когда кармическое возмездие достигает своего максимума.